Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я хочу вам рассказать и показать несколько лайфхаков по уборке квартиры, которыми я научилась за 5 лет здесь у турецких домохозяек, у подружек, у соседок и у турецкой свекрови. Как вы, наверное, слышали, турчанки сами по себе очень чистоплотные. У них в доме всегда все блестит, идеальный порядок, идеальный сервис и все в этом роде. На самом-то деле это не миф, это действительно правда. Это у них культурно-исторический момент, потому что в Турции гости никогда не предупреждают о том, что они придут. Они просто вам постучали в дверь: «Здравствуйте, принимайте». Поэтому турецкие хозяйки испокон веков, в доме у них идеальный порядок, чтобы гости их не застали врасплох. Как моя одна подружка говорит, что же это такое? Говорит, узбечки идеальные поварихи, говорит, турчанки идеальные, говорит, хозяюшки чистоплотные, говорит, а мы что, русские, говорит, ни того, ни другого. А я ей говорю, а мы русские все два в одном. Почему? Потому что не зря есть пословица: в горячую избу войдет и на скаку коня остановит. Еще есть такое поверье в Турции, что если окна у хозяйки грязные, значит, это хозяйка никакая. На самом-то деле это они здесь за окна, прям у них какая-то паника, какой-то стресс, если у них окна, не дай бог, грязные. Пришла как-то ко мне моя свекровь и говорит: слушай, у тебя ужасные окна, их нужно помыть. А я говорю, да фиг с ним, говорю, зато воры не будут заходить. Но у меня двое деток, муж, тут детки, мне, честно говоря, не до окон. Я говорю, ну вы, конечно, можете прийти их и помыть. Ну, мы на этом закрыли эту тему. В Турции хозяюшки, по моим наблюдениям, делятся на две группы. Те, которые используют бытовую химию, они вот прям, она прям везде, даже они посуду моют хлоросодержащими этими всякими термоядерными средствами, туалеты и столы, все в общем. И есть второй тип, это когда турчанки используют все на натуральной основе. Сегодня я вам покажу именно второй тип, без какой-либо химии, все на натуральной основе, на натуральной косметике. Мои самые любимые средства сделаны на натуральной основе, и там так и написано, и биткисель. Вот такая вот брызгалка Араб Сабуну. Вот эта брызгалка вообще идеальная, я ее пользуюсь прям, ну, везде. Посадил у меня малыш куда-нибудь на ковер пятнышко, я тут же побрызгала его, 5 минут подержали, потом хорошенечко смыли, и ничего не остается. А вообще идеально оно подходит для диванов, там, где вот эта поверхность такая вот плюшевая, можно сказать. Тоже, если где-то какое-то пятнышко, я тут же побрызгала, немножко постояла, потерла, и все отходит. Здесь так и написано, видите, биткисель, экологически чисто и сделано из натуральных растительных основ. Это тоже Араб Сабуну, здесь он так и написано. Он внутри вот такой. Я его добавляю абсолютно везде, где только можно. Я им мою посуду, я им мою пол. Ну, в общем, где только вам придет в голову, вы можете это дело все мыть вот этим Араб Сабуну. Еще есть бутылки в жидком виде. Можно также ее использовать. Я специально вам загрязнила раковину. Оставила грязненькую для того, чтобы вам потом показать результат. Я беру вот такая, у меня была пустая брызгалка. Я беру свой шампунь, самый дешевый, который есть. Вот у меня здесь какой-то с чесноком мне подарили, но я им не пользуюсь. И уксус. Уксус в Турции довольно-таки дешевый. Может, еще есть бадья такая целая, литровый, 2-литровый, прозрачный уксус. Я обычно беру его, но на данный момент у меня был яблочный. Поэтому добавляю где-то 100 мл шампуня. Для чего добавляется шампунь? Вот эта наша поверхность, она оставалась дольше гладкой, и дольше времени она у нас не загрязнялась. Литров где-то уксуса.
Где-то 200 мл холодной воды. Дело хорошенечко помешаем. Сейчас сильно не болтайте, а то будет пена потом ужасная там. Хорошо брызгаем. Дешевую губку, и нам немножечко нужно ее подтереть. Страшненькая. Смело можете экран тоже протирать, он тоже потом будет у вас в неплохом состоянии. Так, после того, как мы ее помыли, мы еще раз обильненько ее брызгаем. И оставляем минут на 5-10 для того, чтобы у нас пошла реакция за это время и чтобы раковина у нас оставалась потом гладкой. У нас прошло 10 минут. Сейчас буквально 2 капельки жидкого мыла. И еще раз протираем все это дело хорошо. И потом просто смываем все это с водой. Я делаю обычно вот таким образом. Такая вот чистенькая раковина у нас получается. Эти средства, которые я сейчас вам показала, они подойдут на каждодневную уборку, мойку раковины. Но если есть ржавчины, засоленности, их, конечно, она не убирает. Но для повседневного самое можно проделывать с унитазом, если, конечно, он у вас не сильно в плачевном состоянии. Точно так же обильненько все это дело побрызгали. Потом щеточкой нужно будет это прочистить и еще раз побрызгать и тоже оставить на 10 минут. Кухонный стол. Турецкие хозяйки обильно протирают его уксусом. Опять же, любым, который у вас есть. Я его просто вот так вот обильненько брызгаю. Оставляю на 2 минутки. А потом протираю. Особенно если турецкая хозяйка жарила рыбу, либо мясом работала, она обязательно обильненько потом должна протереть уксусом. Это прям что-то неотъемлемое. Подзагрязнила железную раковину. Я ею лимонную кислоту. В Турции лимонная кислота называется лимон тозу. Смачиваем сначала раковину. Хорошенечко потом посыпаем лимонной кислотой. Лимонную кислоту я покупаю развесную. Она намного дешевле. У меня целый пакет выходит 5-6 лир. А те, которые в пачках продаются, они стоят дороже. Тоже минут на 5. Можно даже на 10. И вы увидите, как начнет здесь идти реакция. И так как я не могу их засыпать, я сюда насыпаю на губку лимонную соль, лимонную кислоту. И вот таким образом я их тру. Видите, она уже сразу у меня все убирается. Ушками у нас уже прошло 5 минут. Просто берем губку и вот таким вот образом трем это дело. Паем водой потом. Девчульки, без лишних химикатов, без лишних запахов, которые вы вдыхаете в легкие свои. Таким образом, мы пойдем с вами чистить окна, стекла. Вообще для использования в быту столы протирать для уборки есть вот такой рулон одноразовых тряпочек. Именно тряпочек. Их можете использовать как хотите, потом просто выкинула и все. Очень удобная вещь. А для стекол я использую именно вот эту. Микрофибровая ткань. Идеально, никаких разводов, ничего не оставляет. Именно для зеркал. Видите, заляпаны вот пятнышки. Я его просто вот так вот брызгаю уксусом и хорошенечко этой микрофибровой тряпочкой протираю. Оно у меня становится каких-либо разводов. Для душевой кабины я использую также уксус. Посмотрите, разница какая. Это я вчера помыла. Точно так же побрызгала желтенькой тряпочкой. Видите, как остается? Здесь домоем. Чистая дверца получается.
Это вот этот чайник, он постоянно, так как когда гости приходят часто, вот этот нагар остается ужасная накипь, которую просто невозможно ничем сделать. И также остается нагар. Видите, черный весь чайник. Сейчас мы будем это мыть. Сюда отдельный раствор, сюда отдельный. Сюда 1-2 лимона, смотрите по своему объему чайника. 1 пачку карбонат. Он так и называется, карбонат. Половина чайника воды и ставим кипятить на 20 минут. Видите, у нас реакция уже пошла. А чтобы убрать нагар, высыпаем сюда кабардматозу. Это у нас разрыхлитель. 1 пачку. Пол чайника набираем воды и кипятим 15 минут. Сейчас мы этот чайник воду выливаем и просто моющим средством его помоем. Девчульки, вот такой идеальный чайник у нас получился. Посмотрите. Видео обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте пальчик вверх.